Всем привет! Это канал Слово Пацана. И мы сейчас находимся на берегу реки. И вон там вот виднеется домик человека, который построил его здесь сам из того, что он нашел на помойке, то есть из мусора. Это даже не домик, это, знаете, такая землянка-бытовка. Там он живет. По сути, он бездомный. И когда мы были у него здесь последний раз, мы специально забыли у него кошелек с деньгами, для того, чтобы проверить его, насколько он будет честен с нами. И еще, восстановление паспорта оказалось не такой простой задачей. Дело все в том, что очень много вопросов к Александру, ответов на них нет, и есть даже некоторые несостыковки. Свидетельство о рождении у тебя какой был город написан? 21 не было свидетельства о рождении. Не было свидетельства о рождении? И вот сейчас хочется выяснить все окончательно и понять, скрывает он что-то или нет. Александр! Это парадокс, у нас нет с ним связи, у него нет телефона вообще, вот мы приехали сюда, собаки лают, ну типа его нет дома, по ходу дела. Мне кажется, нет дома. Мне тоже кажется. Александр! Время от времени он уезжает отсюда куда-то там по своим делам, ездит в город. Там он ездит для того, чтобы просроченные продукты себе привезти. Может быть, что-то выменить там. То есть вот таким образом он живет. И вот, пожалуйста, мы приехали, его дома нет. Он может где-то помогать кому-то на огороде, а может деньги тратить, которые в кошельке были. Александр! Вообще, эта история про человека, который оказался за бортом жизни. Чуть дальше по выпуску мы вам расскажем саму соль всей этой истории именно с точки зрения вообще человека в рамках государства и конкретно этой судьбы и истории. Здесь все не так просто. Пока что это то, что мы понимаем по ходу. И нам хочется, если он окажется хорошим, добропорядочным, честным по отношению к нам, ну, по крайней мере, адекватным по отношению к нам, нам хочется сделать так, чтобы его жизнь могла измениться. У него пока что нет документов, он никто, вообще никто, просто некий Александр. А что, если есть документы, значит, есть возможность чем-то владеть, что-то иметь и как минимум получать небольшую пенсию. Рома и Дима. Получилось как Дина. Извини. Будем завтра. Не уходите, да? Да. Давай ее отсюда отманивай, а я пойду положу. Эй, привет, я тут. Я тут, идите сюда. Она меня видит. Привет, я тут. Прям поближе, Ром, к калитке, прям поближе. И прижми, чтобы она не улетела. О, Александр, здравствуйте. Честно? Да. Да ладно. Где он? А я кричу, я тут. Серьезно? Он с тобой входа, да, зашел. Откуда ты его увидел? А вон. Вот, на велике. Да это мы только что написали. Приветствую. Мы уж думали уходить. Давно идете, что ли? Нет, Днем приходили. Да, днем приходили, потом еще раз. Привет. Привет. Зайдете ко мне? Ну давайте, да. Пойдем, заходите. Фу. Ну ладно. Блин, да. А быстрее открывай. Я не могу. Закрыто. Не отпускайте ее. Тут закрыто, пожалуйста. Сейчас, тут просто закрыто. Саш, нам главное зайти. Смотри, аккуратно, не упади. Да, Саш, главное нам с вами зайти внутрь и все, да? Саш, быстрее. Саша, вы придержите собаку сразу, пожалуйста. Собаку. Так, А ты мне деньги оставлял, портмона? Кошелек. Зачем ты оставил, да? Кошелек Да, у вас да, он? Да. Я выкладывал, видимо. А я их тратил. Потратили или что? А я ищу. Там было 4900. А я пришел домой, смотрю, и думаю, ну, елки, специально. Так, 1, 2, 3, 5. Теперь 900 бы, и Да 800 я еще буду должен. А вы что, тратили, в смысле, на что-то? Ну, газ я купил.
Ага. Да не, Ты что? это? Баллон, в смысле? Баллон, да. А я уже обрадовался, думал, что такое, блин, не приезжают, значит. Обрадовался, не приезжает. 800 рублей я еще должен был. ладно, это не страшно. Спасибо. Круто. Что нового-то у вас? Да что нового? Это у вас что-то нового, а у меня, как всегда, как было, так и есть. Саш, тут история следующая. По поводу вашего паспорта. Это трудно оказалось сделать. Ну да. И я что-то запутался в вашей автобиографии. Давайте постараемся вместе ее вспомнить сейчас. Какие-то ваши моменты из жизни, чтобы мы сейчас все записали, это четко. Потому что, оказывается, вы из своей жизни вообще мало что знаете. У нас цель-то на самом деле неплохая. У нас цель-то, если вы хотите сами немножко вам подсобить в вашей жизни ситуации. Вы живете здесь на птичьих правах, без паспорта, без ничего. И вы сказали, когда мы с вами первый раз только познакомились, что вы мечтаете о другом, о нормальной жизни, Да. нормального человека. Да. Ну, как все нормальные люди ездят на машине, ходить в театр, в бассейне купаться зимой, заниматься с людьми там где-нибудь там, футбол погонять там. Мы хотим, чтобы результат всего этого был, это вам помочь в вашей жизни, чтобы она изменилась, ну, в какую-то более лучшую, может быть, сторону, чтобы у вас какое-то спокойствие появилось, уверенность в завтрашнем дне. Вот в чем смысл-то. Вы одежду где берете? Вот, обычно? Помойка. А в магазине вы когда-нибудь одежду покупали себе? Нет. Все, что есть, это найдено или кем-то отдано, да? Да. Давайте сейчас поедем и купим, да? в магазин и купим вам одежду. Уже 2 месяца спонсором наших выпусков является Авито. Благодаря этой поддержке мы смогли осветить у себя на канале историю бабушки, которая фактически живет в Курятнике. И в следующем выпуске вы увидите финал этой истории, то есть будет поставлена финальная точка. Она жила до этого в Курятнике, теперь она там больше жить не будет. Такой небольшой спойлер для вас. Мы смогли начать историю про Александра. Вон они там вместе с Димой идут. Такую, знаете, непростую и необычную историю. Но помощь Авито заключалась не только в поддержке нашего канала. Благодаря этому сервису мы смогли найти очень много разных помощников. И колодец мы чистили, и услуги крановщика мы там находили, и манипулятор, и телефон, iPhone, новый iPhone Саши для учебы мы тоже нашли там на Авито. И еще, помимо всего прочего, они помогают нам машиной. Для дальних передвижений, чтобы нам не наматывать пробег на своей машине, они предоставляют нам, так скажем, подменную. Каждый раз разную. И в следующем выпуске выбором машины они удивят даже вас. Мы приехали в торговый центр. Александр здесь по сторонам смотрит такой. Для него новый мир вообще. Тебе из одежды что больше хочется? Что-то более спортивное или что-то более классическое? Нет, спортивная. Алло, я не хочу тебе вопросы задавать, но мне интересно, ты зачем оставил, ты не забыл? Я тебе сразу скажу. А вот... Хорошо, скажу тебе. Саш, подожди, пока ты не заходишь, скажу тебе. Но только честно, откровенно. Давай. Мы не знаем, какой ты человек совершенно. И мы захотели просто тебя проверить. Как есть. Лагалеста, я люблю таких людей, когда мне правду говорят. Ну, мне тоже приятно, что тебе правду сказал. Пойдем сюда. Что бы ты хотел себе из одежды? Спортивную форму. Спортивную форму? Да. Да? Спортивный костюм. Сейчас мы, может быть, цвета тебе какого бы хотелось? Черный или синий. То есть темного цвета? Да. Яркого не хочешь? Ну вот, скажем, как у тебя или как у меня. Ну, А вот главное, смотри, чтоб- есть не яркий, смотри. Ну вот это, допустим, что-то подходящее. Ты в магазине, я так понимаю, себе вообще толком ничего не покупал за всю свою жизнь. Это я первый раз, может, за 30, может, лет, я первый раз хожу. Ситуация, на самом деле, оказалась довольно-таки непростая. Потому что вас в базе данных нет нигде. Это нам сказали в паспортном столе. Поэтому либо вы где-то ошиблись с датой, с именем там, или с фамилией, либо вас просто не существует по документам. Как вас зовут? Александр Николаевич Шинкин. Шинкин.
Теперь дата рождения. 59-й, Угу. 7-й, 5-й, Вы родились 5 июля. да. А где вы родились? Как называется город, место? От Заринска 60 где-то километров. Тогда не было асфальтированных дорог, а была грунтовка. Просто грунтовка. Ну, вы родились в городе Заринск или где-то? Я не знаю, где я родился. Точно не знаете. Где-то в районе вот этого города, недалеко. Да. Зареченск, по-моему. 3 километра от Зареченск был от меня. Майск. Майск? Это поселок или что? Это одна деревня, Зареченск, а это Майск. И вы там с какого года по какой жили? В Афганистане когда война началась? 78 год. Ну, в 19 лет я уехал оттуда. В 19 лет вы уехали из Майска. Да. В Майске вы жили с кем? С бабушкой. С бабушкой. Со своей родной? Как родная? По матери. Ну, в смысле, это ваша родная бабушка, это мама вашей мамы. Ну, так выходит, да. А как ее звали, вашу бабушку? Анастасия. А фамилия? Даже не помню, подожди. А по отчеству? Отчество тоже не помню. Как звали вашу маму? У меня родители вообще, я их не помню. Вообще не помните? Ну да. Меня бабушка воспитала. А ваши родители где были, когда вы жили в Майске? Ну, в заездах, наверное, где-то. Откуда я знаю? То есть вас, когда вы были совсем маленькие, вас, по сути, от вас родители, ваши родные отказались? Меня принесли на руках принесли и сказали, если не заберете, мы отдадим цыганам. И бабушка вас забрала? Да, Это ваша, это мама вашей мамы, да? да. Ну, а имя хотя бы отца можете вспомнить? Ну, я думаю, что Николаевич. Ну, в смысле, его звали Николай. Ну, так выходит. Смотри, вот есть замком. Замком, да? Да. Во, вот это. Вот, вот, синий, да. только штаны к ней нужны. А у тебя размер какой? А я не знаю, какой у меня размер. Ну, мне кажется, ну-ка посмотри. Эль, да? Ну, может, либо Элька, Это либо маленькая, поменьше. это маленькая, надо было так. Либо Элька, либо чуть Ну, не Эмка, точно. Ну, Эльку я иногда на себя беру, поэтому я и Это говорю. большое. Ну, Элька, мне кажется. Вот смотри, вот такая. Типа, ну, подожди. Ну, вот такая, наверное, как раз будет. Штаны вот, типа. Не, ну, прикольно. Давай по ширине вот эту посмотрим. Не по длине, а по ширине. Держи. Что, да, нормально? Ну, по заднице смотри. Да, прикольно. Они не растянутся? Я люблю широкие. Хорошо. Тогда... Давай по размеру просто да, посмотрим. мне кажется, 52, я и то взял 52. Это 52, это 52. Давай попробуем, сейчас примерочный найдем просто. Давай. Так, а футболку тебе какую взять? Я могу тебе предложить футболку, да, вот такого цвета, красного. Она бы из кофты бы хорошо бы смотрелась. То есть красный цвет тебя подчеркнет. Я так считаю, серьезно. Тебе будет хорошо. Потому что если мы возьмем синее, все синее, ты просто Ну, будешь каким-то другим цветом. одноцветный. Если мы красное под кофту ты оденешь, тебе будет хорошо. 52 тоже взял. Элька. Тоже, да, 52? Да. Пойдем попробуем. Мы приехали в магазин не просто так. Дело в том, что Саша за всю жизнь никогда не был в магазине вообще одежды, ничего себе не покупал. Все, во что он одевается, это все либо им найдено, либо кто-то ему давал то, что уже ношено. Таким образом, мы хотим дать ему возможность почувствовать себя обычным человеком. Потому что он все время говорит нам, я какой-то отброс, меня называют, он все время говорит слово бич, вот это вот какое-то такое жаргонное, уличное. И хочется, чтобы благодаря вот этому действию Саша почувствовал себя обычным, нормальным человеком. Че, Саш, как по размеру? Я еще не примерил. Еще не поймешь. Выйду, покажу, подходит. Хорошо. Вообще удивительно, вот такая мысль пришла в голову. По сути, Александр, он же владеет каким-то имуществом, у него что-то есть. Есть такой вот дом, велосипед, вот там есть мотоблок, есть еще один велосипед. И вообще есть масса всего, что можно как-то, наверное, на денежный эквивалент перевести.
Но любопытно, сколько это будет в деньгах, как это можно перевести, сколько денег, по сути, имущества в денежном эквиваленте есть у Александра. У меня тут сразу такая аналогия с Авито. Там можно ввести параметры, данные машины, и программа сама рассчитает примерно рыночную стоимость. Здесь же вопрос открытый. Любопытно, сколько все это стоит в деньгах. Это же интересно. Саш, у вас документы вообще какие были за вашу жизнь? Свидетельство о рождении у вас было когда-то? Свидетельства о рождении, по-моему, не было. Ну, паспорт же вы получили на основании чего? Вы получили паспорт СССР, я так понимаю, в 1998 году? Ну, участковый это пришел, и там что-то случилось, я не знаю. Ну, факт, он мне паспорт приносит, говорит, все, давай, дуй оттуда. Участковый. Да. То есть вам участковый в 1978 году примерно принес просто паспорт? Вы не ходили в паспортный стол никуда? А фотография в паспорте у вас какая была? Ну, как обычно. Не, а участковый-то откуда фотография? Откуда фотография вашего участкового? Вот ты такой вопрос задал. Откуда мне фотография? Может, бабушка дала, я откуда знаю? По вашим словам, вам просто его к калитке принес участковый. То же самое, что я сейчас приду сюда к калитке и скажу: Александр, вот ваш паспорт. Вот так и было, да? Да. Да, но откуда у меня ваша фотография тогда должна быть? Откуда я знаю, откуда у меня фотография? Ну, обычно вы фотографировались до этого на паспорт? Нет. У меня были, может, всякие фотографии, может быть, как у всех Это альбомов. очень странно, честно говоря. Да, очень странно. Хорошо. Тогда я пишу: в 19 лет участковый принес паспорт. Паспорт СССР. Это было в 1978 году. И дальше вы куда-то поехали? Наверное, в Заринск поехал, да, в Заринск. А бабушка осталась в Майске. Ну, вы ее видели потом, после 19 лет? Ну, конечно, я же потом приехал, ничего не осталось. Ни ее, ни дома, ничего не осталось. То есть вы в 19 лет уехали куда-то? А куда вы уехали-то? Работать или куда вы уехали? Ну, конечно, работать. А кто? В то время что, я А кем вы работали? В первую очередь, когда у меня не было ни профессии, ничего, я не комбайнером, у меня не было документов, а помощником. И на такую тоже хлеб сушили. А вот у меня сразу напрашивается такой вопрос. А вы в школе учились? 3 класса, по-моему. 3 класса, да. 3 класса школы? И все, больше вообще нигде не учились? Не. Я потом, я ушел, потому что у меня бабушка сама неграмотная была. Я ушел, потому что все, знаете, вы, наверное, у вас такое время нету, все дразнили. Бить, там, бомб, там. А вам так сейчас кто-то говорит? Сейчас? Да. Конечно, на каждом шагу. Говорят, да? Ну да. Бич, бомж. Ну, конечно. Ну, в общем, вас немножко обижают таким образом. Да какое, тоже просто неприятно, когда вот я на себя буду говорить, что бичи приехали, что надо, блин, пошли вон отсюда, правильно? А? Ну вот, видишь. О. Нет, ты это... Футболку-то выправи. Футболку выправи. Футболку выправи футболку. Во. Ну, чё, как оно? Мне кажется, немножко что-то... Как будто футболка большеватая, мне кажется. Мне кажется, что футболка и кофта большевато как-то, да? Ну, может быть. Штаны вроде ничего. Да, футболка и кофта, хотя... Кофта, ну да, может быть, на размер поменьше. Давай я сейчас тебе принесу. Тебе вот нравится самому? Что тебе не нравится? Скажи. Это пойдет нормально. Нормально? Да. Ну что, обувь давай, да, посмотрим. Ты по каким параметрам выбираешь? Ну, на что внимание обращаешь? Внешне смотришь или чтобы что? Или чтобы надежные были? Качество. Так, что-то надул. Продуваемый или нет? А это, что, это, да? Ну, я просто тебе предложил, подожди. Есть еще вот такие, смотри, тоже прикольные, кстати говоря. Кстати, вот эти мне больше нравятся. Да, мне тоже эти больше нравятся, да, эти классные. Только размер, подожди секунду. Цены бешеные, куда? О, да, цены бешеные, ты прав. 42, да, ты говоришь?
42-й. Садись. Маленькие? Значит, у тебя не 42-й. Вот есть такие, смотри. 43-й размер. Ну, просто как вариант. Тут каблук высокий. Ну, непривычно, конечно. Ну, походи, пройдись чуть-чуть. Да, мне, наверное, надо... Ну, так нормально? Пойдет, но высокий. Ну, ты выглядишь клево. Ты клево выглядишь. Да. Ну, почти, да. Давайте попытаемся дальше постараться восстановить картину. Вы в 19 лет уехали на несколько лет от бабушки, да? Или на какое время вы уехали? После Заринска я в Барнаул уехал, да. Это в каком году вы уехали в Барнаул примерно? Ого, я вот это уже не могу, я даже не могу сказать. Ну, может, год отсюда. Хорошо. Вы уехали в Барнаул. А там что в Барнауле? Работали, жили? Где вы жили? Подожди, все там я. В 80-й год я уже в Москве был. В 80-м году вы были в Москве? Да. То есть вы из Барнаула потом поехали в Москву? Да. Или из Новосибирска, по-моему, из Новосибирска я поехал в Москву. То есть Барнаул, потом Новосибирск, потом Москва. Да, где-то так. У вас все это время был паспорт СССР? Когда вы его потеряли? В электричке я потерял. В Москве, не в Москве. Ну, примерно в каком году? Я здесь только 13 лет живу. В 2006 году я только в Москву приехал. У меня уже что-то не В складывается. смысле? Вы же Я сказали, уже что запутался. Вы же сказали, что вы приехали в Москву в 80-м. в 80-м году. Ну да. После Олимпиады осенью, по-моему. Во время Олимпиады вы приехали в Москву. Ну да. Хорошо, вы скажите, вы паспорт СССР меняли на российский паспорт? Я даже на 45 лет не фотографировался. В каком году примерно вы потеряли паспорт? Шестой, где-то в 8 году. В 2008 Да, вы потеряли паспорт? СССРовский. да. Я не в понимаю. 91-м. Это сколько лет-то? То есть все это время вы ходили с паспортом СССР? Вплоть до 2008 года? Да. А как же у вас документы кто-то проверял? У меня гражданства не было. Нет, я понял. Вот идете вы на улице, вас останавливают, тогда милиция еще была. И говорит, предъявите ваш документ. Вы что, паспорт СССР А показываете? я что, буду паспорт с собой таскать? Я никогда паспорт не таскал с Тем собой. более СССР. Ну зачем? Если ты едешь устраиваться на работу, другое дело, ты берешь паспорт. А так, что я его буду таскать? Вы хоть раз где-то официально работали? Хоть раз? Нет. Официально никогда не работали. Вы были хоть раз в больнице и в поликлинике? В Москве бы током ударило. А что случилось, что вас током ударило? Ну, в лесу и шел, и видно, на провод наступил, что-то я не помню. А рядом железная дорога была. Что-то как-то странно. Пешком я и шел, потому что я Вы много шли? пешком прошел по железной дороге. Вы шли пешком по лесу, рядом с железной дорогой. Вы на что-то наступили, вас ударило током? Ну да. Хорошо. Как они там вашу личность установили? Ну, я объяснил, что у меня нету ни документов, ни денег, ничего, помогите, пожалуйста. И они мне это... Ну, не больше 20 дней я лежал, недели 2 где-то отсюда. Это в каком году? По-моему, да, в 10-м. В 2010-м? году, да, в 10-м году. В 10-м. Хорошо. У вас имплант глаза, протез точнее. Этот протез как получили? Это было Владивосток. Владивосток? Да. У вас хорошая география. Вот это вот самое интересное. Как вы смогли получить протез глаза в России, в Владивостоке, без документов? Очень просто. Я еще хотел ей деньги дать. Она говорит, что вы, нельзя такое. Я пошел ей шоколадку купил. Я не понимаю. Как вы там вообще, почему вы вообще поехали в Владивосток? Ну, это же далеко. Почему именно туда-то? Это тебе далеко. А вам близко, да? Как говорится, бродяги, это в порядке вещей.
Поэтому Владивосток на машине, да, это далеко. А когда ты едешь поездом, допустим, там... Так на поезд тоже же билет по документу продают. Подожди, ну при чем здесь документы, при чем здесь билет, когда можно было ехать сопровождатель груза, как называется? Вас взяли на работу сопровождать какой-то груз, и вы поехали в Да нет, Владивосток? это как зайца можно Вообще сказать. нужно не то, Даешь что деньги, взяли. короче. Это раньше-то было такое. Каким образом, пусть даже во Владивостоке, вы получили бесплатно протез глаза, без паспорта? А вот я сам не знаю. Мне пацан, ну, короче, у него на таджикской границе самому глаза выбили. И вот он, я говорю, где ты вставил? Он говорит, так и так. Ну, мы поехали с ним, он мне показал. Я туда зашел, примерили, все нормально, и я пошел оттуда. Ну, правда, шоколадку купил и все. У вас хоть какие-то пересечения, не знаю, там, с полицией были, где нужно было хоть как-то подтвердить вашу личность? В Владивостоке там сколько раз, я на русского не похожу, меня там сколько раз меня там цепляли. В Питере то же самое. И что дальше? И что? И все, а что, сутки подержат, иди отсюда. Ну, везде зато снимали отпечатки, везде описывали, везде. Сколько Везде. раз за вашу жизнь у вас снимали отпечатки? Дмитров, Яхрома, Москва, Питер. Короче, много раз. Ну что перечислять? Много раз, да. Мы тут тебе кепку смотрим. Это та же самая фирма, которой ты взял костюм. Вот тот. Да? Да, целиком будешь в одну фирму одет, если хочешь. Если тебе нравится такая. Ну давай, эту. Смотри, можно другую. Нормально тебе? Давай. Смотри, есть еще вариант. Если тебе скажешь, что эта надпись слишком большая, я увидел тут Такая же? вот такая есть еще. Да. Тоже от костюма от этого. Норм? Ну не маленькая. Ну-ка, а эту одень, погоди. О, это еще меньше. Ну, лично мне нравится это. Да все, значит, Ну поехали. все, давай. Так, а вам пакетик нужен будет? Да, пакетик нам нужен будет. Так, к оплате 15 940. Спасибо. Пожалуйста. Ну, что, все. Спасибо. До свидания. Пойдем переоденем новые шмотки. Меня просто очень удивляет то, что вся ваша жизнь, она прошла, ну, как бы без каких-то следов. Вы не помните своих родителей. Вас воспитывала бабушка, вы говорите, но вы не помните ее фамилию. Вы ничего про себя не помните, ничего про себя не знаете. И поэтому это вызывает удивление. Я не понимаю, как в этой ситуации быть. Какое удивление? Это для тебя удивление, для людей удивление. Спрашивают, одна подошла, говорит, как вы столько-то лет, 12 лет прожили без ничего? А я говорю, а что сделаете, если люди этого не понимают? Ну как я могу полиции доказать, что я такой-то, такой-то? Нам хочется вам помочь. Да не получится у тебя это. Паспорт установить? Да. Потому что если в Москве не смогли, куда ты ездил, не смогли добиться этого, а почему ты хочешь здесь этого добиться? Но нам, Оно всё честно, равно не хочется помочь. получается. Ну, так еще подождите, еще пробуем. Мы же в том числе и поэтому у вас и спрашиваем, потому что мы хотим... Нет, я понимаю. у вас Чем где-то- вы больше вспомните, тем больше шансов, что у нас получится это. Все, классно вообще. Ты ей понравился. Ты понял, да, что происходит? Все, накупили полный пакет вещей. Саше кроссовки, спортивный костюм, кепка, носки купили, футболку. В общем, полностью его переодели таким образом, чтобы ему было комфортно. И это впервые за вообще долгое-долгое время, когда Саша оделся в магазине, а не где-то там одежда, которую он подобрал с помойки. Красавчик какой. Нормально? Как себя чувствуешь? Нормально. Ты очень хорошо выглядишь, кроме шуток. Не, серьезно. Вот мы сейчас шли по торговому центру, я тебе скажу вещь.
Она, знаешь, может быть, тебе чуть-чуть будет, ну, так скажем, неприятно, может быть, чуть-чуть в начале. Но пойми правильно мою мысль. Мы, когда с тобой заходили в торговый центр, был такой момент, что я ловил взгляды людей немножко на тебе, потому что ты немножко, ну так, у тебя одежда грязноватая чуть-чуть. Да? Да. Ты просто это уже не замечаешь, потому что, ну, как бы ты к этому привык. Ты говоришь все время, что вот, меня плохо называют люди и так далее. Поэтому... У тебя здесь грязное, там грязное. А сейчас, когда мы выходили с тобой из магазина, ну, ты одет с иголочки. Круто, он даже тебя девчонка там случайно не поцеловала, когда мимо проходила. Мне кажется, что очень здорово. И хочется, чтобы, одевшись в такую другую одежду, новую, да, хорошую из магазина, чтобы ты немножко почувствовал себя, ну, как не знаю, как все обычные люди. Просто обычным человеком. Что же касается ситуации по поводу документов для Александра. Ситуация крайне непростая и необычная. Для тех, кто писал в комментариях, что «Ой, сделать паспорт – это раз-два, это легко, вообще элементарно». Мне казалось, что это действительно так, что делать здесь, может быть, в какой-то, Саша, твоей лени, в том числе. Мне так казалось. Но когда мы отправились в паспортный стол, уже дальше, потом без Александра, узнать про него, выяснилось, что ни в какой базе данных его нет. То есть, по сути, Саша вообще не существует в природе. Его вообще как бы нет. И найти его в какой-то базе не получилось. Меня из одного паспорта стола отправили в другой, потом еще в другой, между кабинетами вот так вот ногами попинали. Это еще я немножко как бы, могу за себя постоять. В случае с Сашей он сразу теряется. То есть они просто тотально вытирают ноги об человека обычно в таких организациях. Поэтому, учитывая в том числе непростую ситуацию и историю, где нужно будет общаться с органами власти, делать это профессионально и правильно, мы обратились к хорошему, известному юристу, который лично приехал к Саше, и, собственно говоря, с ним и началось все действие по документам. Мы перемещаемся в тот день, когда юрист, известный юрист, классный юрист, приехал к Саше. Прошло некоторое время, и мы приехали сюда же, на берег реки, рядом с ЖД-путями, вот туда вот, в землянку, к Александру. Вместе с нами юрист Андрей. Многие знают его как Ердрей, известный YouTube-юрист, я так скажу. И в этой непростой ситуации, когда ситуация у нас возникла очень непростая. Дело в том, что получить паспорт у нас не получается. Мы идем в паспортный стол, нас оттуда просто пинают, говорят, идите в другой паспортный стол. В общем, нас максимально нами не хотят заниматься, потому что установить личность его проблема. Поэтому ты нам нужен. И эта история переходит немножко под твою юрисдикцию с точки зрения получения именно документов и установления личности для Александра. Проблема, хочу тебе сказать, даже для профессионального юриста, это не так-то просто, но мы постараемся справиться. А в чем трудности? Трудности в том, что когда мы изучали законодательная база устроена так, что я так понимаю, что государство в принципе даже особо и не предполагает, что есть вот такие вот случаи. Он не имеет вообще никаких документов. С таким государством, как Российская Федерация, он в принципе вообще, я так понимаю, особо не контактировал. Потому что он уходит корнями в СССР. Да, в СССР тоже он особо не помнит, где там, что там, как там. Хотя бы он помнит точную дату своего рождения, фамилию, имя, отчество и где он жил в детстве. Я надеюсь, что этого будет достаточно. Мы пойдем к участковому, он должен сделать соответствующие запросы. Ты будешь их контролировать. Важно, да? Безусловно. Чтобы работа участкового в данной ситуации, как это очень часто бывает, с людьми такого толка в госорганах не хотят им заниматься. Мы были один раз, восстанавливали элементарно утерянный паспорт человеку. И если бы нас не было, это была бы проблема. Привет. Александр. Да, привет. Здравствуйте. Это Андрей, и он юрист. В истории с тобой, с паспортом, мы привлекли такого человека, специалиста, чтобы история с паспортом получила правильное движение. Поэтому ты ответь на все вопросы, пожалуйста. Расскажи еще раз про себя, чтобы Андрею было легче. Там вот кролики, да? Заходи. Ты как, собак боишься? Нет. Ну хорошо. Александр там сейчас знакомится с Ердреем, показывает его свое хозяйство, кроликов. У Ердрея, кстати говоря, есть очень интересный социальный проект, называется «Социальный Ердрей», совместно с Автотекой, где он оказывает юридическую помощь тем, кто не может ее себе позволить.
У него даже есть специальный плейлист, посвященный этому проекту. И вот это та самая история, которая действительно требует такой юридической помощи. Все, мы сейчас отправились в путь к участковому вместе с Ердреем, вместе с Александром. И всю вот эту вот движуху у участкового, возможно, даже, может быть, немножко странную, необычную для участкового, можно будет посмотреть на канале у Ердрея. А у нас в дальнейшем, дальше в выпусках будет вообще продолжение этой истории уже не с юридического толка, а скорее с какого-то бытового. Будем думать, что можно сделать для Александра в его ситуации. Спасибо всем за просмотр этого ролика. Всем до новых встреч, подписывайтесь на канал. Всем пока. Если вам, парни, не будет хватать подсъема, это видеонаблюдение. Да ну. Да, реально, она снимает. И вот там еще тоже. Там на входе На входе тоже там видеонаблюдение.